Всім привіт! Я вас вітаю на YouTube-каналі кіберспортивної платформи eSports Battle. І сьогодні у мене в гостях Євгеній Джейк. Привіт, Євгене. Євгеній Джейк Фурманов. 34 роки. Місто Київ. Дисципліна кіберфутбол. Улюблена команда Арсенал Лондон. Улюблений гравець Т'єрі Анрі. Досвід гри з 2003 року. Не любить програвати, але вболіває за Арсенал. Ти у нас займаєшся футболом кіберспортивним, так? Да, играю в FIFA. Перш за все, хотілося б дізнатися, як ти взагалі до цього прийшов? Познакомился в далеком 98 году. Пришел в гости к своему дяде. У него был компьютер старенький, с стареньким Windows. Запустил он мне эту игру, я сразу в нее влюбился. Хоть и геймплей был, сами понимаете, ужасный. Потом уже в 2003 году я купил себе за свои деньги, заработал, я помню, диск с FIFA 2003. И тогда мое знакомство с этой игрой уже продолжилось, я начал в нее играть чаще, играл карьеру, к сожалению, до онлайна еще как такового не было, поэтому играл только карьерки. Ну и как бы с третьего года, 4, 5, 6 и по сей день я играю в FIFA. За кого кар'єру грав і взагалі якось от з реального життя повпливала твоя любов до футболу, от те, що ти... Да, конечно, я как бы и занимался футболом в свое время профессионально, и следил за футбольным миром, за футбольными событиями. Очень болел в свое время и до сих пор болею за Арсенал лондонский. Помню 2001-2002 год, там был просто супер состав у них, супер тренер Арсен Венгер. Поэтому вся моя карьера в симуляторе футбольном была тоже за Арсенал. Покупал каких-то интересных игроков, ну, как обычно, знаете. Судячи з того, що ти сказав про 2001 рік Арсенал, я так розумію, твоїм улюбленим гравцем був Т'єрі Анрі? Да, у меня был французский легендарный футболист Т'єрі Анрі, к сожалению, который так и не получил золотой мяч. Очень он был часто номинирован на эту награду, занимал 2 место, 3. Я считаю, что он заслужил. Это уникальный футболист в свое время был. Я пам'ятаю, я почав слідкувати за футболом десь приблизно через 2-3 роки після твого захоплення. Це також був Арсенал, тому що от я по телебаченню побачив, як Арсенал грав, здається, з Тоттенхемом. І також у них тоді був у 2005 році абсолютно легендарний склад, там, да, з Берхампом, Анрі, Піресом і так далі. Ну і за грою Анрі було спостерігати просто якось навіть фантастично. Але от я не пам'ятаю, коли він зайняв 2 чи 3 місце на нагородженні Золотого м'яча. От я не пам'ятаю, кому він програв. Чи Роналдіньо то був, да, чи... Я подскажу. Это был 2004 год, тогда номинировали Роналдиньо, и он получил Золотой мяч. Для меня было это странно, потому что Арсенал в 3-4 сезоне в этом году, они прошли весь сезон без поражений, когда это была непобедимая команда, 38 матчей, ни единого поражения в сезоне. Ну, соответственно, стали чемпионами Англии, по-моему, завоевали также Кубок Англии в этом сезоне. Но, к сожалению, Роналдиньо, видимо, на пиаре, как-то на своей магии, на волшебстве бразильском занял 1 место, с чем я его, конечно, поздравляю. А Анрі був 2. Як от з цього захоплення такого, знаєш, аматорського, це все переросло до професійної гри у FIFA? Я начинал еще, я жил сначала в Одесской области, в Котовске. Там был такой маленький скромный клуб «Локомотив». Как-то я туда пошел, записался на футбол, мне понравилось, это мне было 8, может 9 лет. Потом мама забрала меня в Киев, и я ей сразу сказал: мама, пожалуйста, отведи меня на базу «Динамо». Мы как раз жили на Нивках, на Салютной. Она меня отвела на базу, меня взяли, я прошел отборы. Я поиграл за «Динамо», и за «Болонь», за «Арсенал». К сожалению, как-то не странно, из-за травмы с футбольной карьерой мне пришлось закончить. Но какой-то опыт футбольный я набрал. А як ти взагалі вважаєш, от футбольний твій досвід гри у справжній футбол, він якось позитивно впливає на твої навички гри у FIFA? Да, конечно, я считаю, что видение поля, которое я приобрел непосредственно, когда я играл в футбол вживую, сейчас отображается на моей игре онлайн, там, в турнирах с ребятами.
К сожалению, я все свое детство, осознанный какой-то возраст, я играл на клавиатуре. Тогда еще не было такого джойстика, я играл на клавиатуре, и мне довольно сложно было потом переучиться. Сейчас ребята, молодые игроки, которые у нас на ESB выступают, умеют там всякие фишки, финты делать. Я вот честно только интегрирую в эту игру эти финты. Пока сложно, но и без них чисто на пас, удар тоже получается. Як ти взагалі потрапив на ЄСБ, коли це сталося? Совершенно спонтанно получилось. Приехал к другу в кафе, мы с ним сидели, общались, играли на PlayStation FIFA. Ко мне подошел наш общий знакомый Иван, который работает сейчас на СБ также. И увидел, как я играю, и предложил мне пойти протестировать свои умения, свои навыки уже непосредственно на eSports Battle. Я слышал про эту организацию раньше, поэтому мне сразу стало очень интересно. Буквально, не знаю, там вечером он меня пригласил, утром в 9 утра я уже был на собеседовании, прособеседовался, и в 12 часов дня я уже играл первый матч. Які б взагалі у тебе от були очікування перед тим, як приходити на співбесіду, якось там проходити тест? Ну, знаете, на самом деле немножко так нервничал. Все-таки было такое приятное волнение, скажем так. Мне было довольно-таки интересно попасть в эту организацию, воплотить, так сказать, свою мечту детства. Наверное, каждый хочет ничего, грубо говоря, не делать, но зарабатывать за деньги. Но это совсем не так, это не про ЕСБ. Поэтому, да, было волнение, но я с ним справился, прошел тестовую игру. Все хорошо, играю. Можеш трішки розповісти взагалі про формат турнірів, які у вас відбуваються? Як ви один там з одним граєте, чи це якось турнірна таблиця? У нас формат турниров это 5 участников, 5 команд. Мы играем 2 по 6, то есть 2 тайма по 6 минут, либо 2 тайма по 4 минуты. У нас опять-таки 5. Тоже не знаю, что еще добавить такого. За яким принципом взагалі відбувається пік команди для вас у якийсь день? Пик происходит совершенно рандомно. Нам выбирает его организатор. Мы приходим, смотрим, получаем команду с определенной лиги. Допустим, это будет премьер-лига, либо Лига чемпионов. Получаем команду, 8 матчей, 5 человек. Собственно. Може бути так, що, наприклад, ти граєш там за Манчестер Юнайтед, а твій опонент грає там, не знаю, за Бёрнлі? Нет, мы стараемся все-таки сбалансировать силу команд. То есть, условно, Манчестер Юнайтед, там Арсенал, Ливерпуль, все топовые команды премьер-лиги участвуют в нашем пике. Ти граєш у FIFA у вільний час? Знаете, да, играл поначалу, после работы даже приходил, играл в FIFA. Хотел повысить уровень своего мастерства, хотел добиться чего-то большего, хотел стать лучшим сразу. Вот мне загорелась эта идея. Сейчас нет, сейчас свободное время, занимаюсь другими вещами, играю в другую игру, как-то отвлекаюсь от непосредственно FIFA, потому что нужен отдых для головы, для рук. Щоб просто не перегоріти, то тут FIFA, там Да, дома да, FIFA. очень много FIFA, когда я очень много начинаю морально выгорать. Да, чтобы морально не выгореть, чтобы прийти на турниры и показать хороший уровень игры. От якщо згадати то, як ти грав в FIFA після турніру, це була кар'єра, чи ти знаєш, оця новомодна Ultimate Team, де ти збираєш свій склад? Нет, я играл, конечно же, в Ultimate Team. Для меня, как для фифера, для футболиста, это вообще рай. То, что создали eSports, такой режим, это очень-очень круто. То есть я думаю, что для каждого фифера, для человека, который увлекается футболом, это супер режим. Там, где ты можешь просто строить команду с нуля, можешь перестраивать, ты можешь покупать игрока, ты можешь его продать. Куча опций, куча вариантов, поэтому, конечно же, Ultimate Team. А за яким ти принципом збирав там склад? У тебе там була ціль, не знаю, без жодного донату зібрати там легенд чи якихось ще там гравців? Да, у меня как бы был аккаунт донатный, был аккаунт бездонатный. Там, где я там не донатил, то собирал, скорее всего, всегда премьер-лигу собирал. Мне больше как бы чемпионат ближе к сердцу. Я за ним до сих пор слежу, наблюдаю. Поэтому, да, собирал премьер-лигу в основном. А було таке, що там, знаєш, намагався зібрати там 3 гравці з цієї ліги, 3 гравці з цієї і якось компонувати, щоб синергія була між ними. Ну, це от зелена, да, стрілочка. Да, вы знаете, бывает такая ситуация, когда тебе в паке выпадает какой-то классный игрок, ну реально классный. И его надо надо как-то его в вкладывать. состав интегрировать.
И тогда приходится, да, ты там с одной лиги добавил, с другой лиги добавил, чтобы получилась совместимость с энергией. Да. А у вільний час, окрім фіфи, чим ти займаєшся? От ти згадував про гру якусь ще. Ну, в свободное время сейчас занимаюсь спортом, читаю, хожу на футбол. До сих пор я любитель поиграть, побегать. В 34 года никто не останавливает ни разу. Выбегаю с малыми, играю. А по поводу компьютерных игр, это сейчас у меня в приоритете Valorant. Это смесь Counter-Strike, но там мультяшные анимации. Ну, мне что-то понравилось, поэтому у нас есть стак свой, мы играем. Ну, тобто все ще більше полюбляєш саме такі, знаєш, кіберспортивні змагальні ігри, де ти граєш там проти реальних гравців, а не просто там гра на проходження, де ти там проти ботів. Да, я человек сам по себе азартный, поэтому мне нужен какой-то экшен, какой-то драйв, какой-то режим, там, где мы будем соревноваться с кем-то, рейтинг набивать. Поэтому, да, играем только рейтинговые игры. Пока это Valorant. Якщо повертатись до якогось мистецтва, то можеш розказати про свої там якихось улюблені фільми, чи серіали, чи книга. От ти згадував також про. Ну, в детстве я был вообще совершенно безумный фанат Гарри Поттера. Я перечитал все книги от корки до корки. Прям меня родители в свое время, я помню, за уши вытаскивали из этой книги и говорят, сколько можно читать это. Мне очень нравилась эта вселенная. По поводу сериалов, наверное, один из лучших сериалов, который я видел, это «Во все тяжкие». Он и сейчас в топ-3, по-моему, мира по рейтингу занимает. «Во все тяжкие», да, и «Гарри Поттер», к сожалению, он закончился. Так получилось, что я с этим персонажем вместе рос. То есть, когда мне было 11, он по фильму тоже ему 11. Как-то так он снимался 10 лет. И каждый фильм, каждую книгу я пересмотрел, перечитал и всем рекомендую. Які у тебе емоції від продовження Гаррі Поттера? Це я питаю про фантастичних, да, звірят. И Фантастические твари. Ну, знаете, как спин-офф, я считаю, неплохо. То есть неплохо сняли, погружают в эту, опять-таки, вселенную. Как для поклонников этой франшизы, я думаю, это очень интересное кино. Также я наслышан, что Warner Bros. Собирается снимать сериал про Гарри Поттера и выпускать какой-то 8-й фильм «Проклятое дитя». Насколько я знаю. Не знаю, насколько это правда, неправда, но слухи ходят. ну, тобі це ок? Ти це чекаєш? Чи, на твою думку, от можна було просто зупинитися на тих фільмах, котрі вже зняли там 10 років тому, і там не поплюжити те, що вже зробили? Я не думаю, что можно как-то испортить эту вселенную. Я думаю, что будет только лучше. Тем более с нашими новейшими технологиями, я думаю, они снимут качественное кино. Я також те ж саме очікував щодо «Зоряних війн», але, як бачиш, змогли вони дуже споплюжити. Дякую, Євгене, за інтерв'ю. Спасибо. Всім величезне дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити лайки.